Мы все знаем Марка Аврелия, Сенеку и Эпиктета. И обычно на этом все и заканчивается. Но мало кто вообще понимает, как они жили, потому что их сила была не в мыслях, и даже не в философии. Их сила была в том, что они так жили. Не рассуждали, не объясняли, не искали правильные формулировки. Жили. У Эпиктета, например, был учитель, Мусоний Руф. Про него вообще почти никто не говорит. А это был жесткий мужик. Не философ, практик. Он вообще не разделял жизнь и философию. Для него это было одно и то же. Он говорил очень просто. Если ты рассуждаешь правильно, но живешь иначе, ты ничего не понял. Не почти понял. Не еще в процессе. Ничего. И это, по сути, вся их линия. Философия — это не разговор. Это способ жить. И у них были люди, которые вообще не писали книг. Като-младший. Про него почти никто не говорит. Хотя это, по сути, легенда стоиков. Политик. Жесткий. Принципиальный. Он вообще не прогибался. Не потому, что это было выгодно, а потому, что это была его позиция. Если нужно было идти против всех, он шел. Если это было неудобно, он все равно делал. Он не писал трактатов, он просто жил так, как считал правильным. И именно поэтому его помнят. Не из-за текстов, а из-за того, как он жил. И вот это важно понять. Стоики не были теоретиками. Они не сидели и не рассуждали о жизни. Они пытались прожить ее так, чтобы не врать себе. И вот теперь становится интересно. Потому что есть одна линия, которая проходит через все стоическое учение. Ее повторяли по-разному, разными словами, в разное время. Марк Аврелий писал: «Не смотри на пути других, следуй своим собственным путем». Эпиктет говорил: «То, что тебе не принадлежит, не твое дело». Сенека добавлял: «Мы страдаем не от происходящего, а от того, что мы требуем от него другого». И если собрать это вместе, становится видно простое. Они говорили об одном и том же. О том, куда уходит внимание человека и где он теряет себя. Но дальше происходит странная вещь. Если посмотреть на современные видео про стоицизм, на комментарии под ними, все снова сводится к одному — к действиям. Надо работать над собой, надо слушать лекции, надо развиваться, надо становиться лучше. И вот здесь происходит подмена, потому что стоики не говорили «делай больше». Они говорили «смотри точнее». Но это почти никто не слышит. Потому что человек автоматически переводит все в уровень действий. Ему кажется, что нужно время, нужно изучение, нужно усилие. Но если посмотреть честно, у тебя уже есть все, что нужно, чтобы это увидеть. Это происходит в твоей жизни каждый день. Тебе не нужно читать все стоическое учение. Тебе не хватит жизни, чтобы прочитать все, что написано. И это не нужно. Потому что дело не в объеме знаний, а в том, видишь ли ты это в себе. Можно знать все цитаты, можно пересказывать Аврелия, можно цитировать Эпиктета, и при этом жить точно так же, как и раньше. Потому что все остается на уровне мыслей. И тогда появляются вот эти формулировки: мудрость, тишина, душа, истина. Но если спросить человека, что это такое, он не сможет ответить. Потому что это не прожито, это просто слова. И вот здесь начинается самое важное, потому что стоики говорили не о словах. Они говорили о том, что происходит с человеком прямо сейчас. Но это нужно не понять головой. Это нужно увидеть. Но здесь начинается самое важное, потому что все эти фразы звучат красиво. Их можно повторять, их можно цитировать. Но вопрос всегда один. Ты это понимаешь или ты это видишь? Потому что стоики говорили не о том, чтобы это понять. Они говорили о том, чтобы это увидеть в себе. Не где-то, не потом, а прямо сейчас. И давай попробуем посмотреть, что они имели в виду. Не словами, а через себя. Сенека писал: «Мы страдаем не от вещей, а от представлений о них». Это одна из самых точных фраз, которые вообще есть. Но обычно ее просто понимают. Типа да, понятно, мы сами все накручиваем. И на этом все заканчивается. Но давай посмотрим, что здесь на самом деле.
Вот происходит что-то. Кто-то что-то сказал, что-то не получилось, что-то пошло не так. И в этот момент возникает ощущение, не мысль. Сначала ощущение. И дальше, почти мгновенно, начинает собираться картина. Что это значит? Почему это произошло? Кто виноват? Что с этим делать? И вот это и есть представление. Не сама ситуация, а все, что ты на нее накладываешь. И если посмотреть честно, страдание возникает не в момент события, а в момент, когда ты начинаешь это продолжать, достраивать, объяснять, усиливать. И тогда становится видно, что Сенека имел в виду не идею, а конкретный процесс, который происходит прямо сейчас. Теперь Марк Аврелий. Он писал: «Не смотри на пути других, следуй своим собственным путем». Это звучит как совет, как будто нужно взять и перестать смотреть. Но если честно, ты уже смотришь, ты уже сравниваешь, ты уже внутри этого. И ты не принимал это решение, это уже произошло. И только потом появляется мысль: не надо сравнивать. И вот здесь начинается самое интересное, потому что ты пытаешься исправить уже то, что уже случилось. И тогда слова Аврелия становятся понятны иначе. Он не говорит «перестань смотреть». Он говорит «увидь, куда ты уже смотришь», потому что именно там ты теряешь себя. Теперь Эпиктет. Он говорил еще жестче. То, что тебе не принадлежит, не твое дело. И это часто понимают очень поверхностно. Типа не лезь в чужую жизнь. Но он говорил не об этом. Он говорил о границе, где ты еще есть и где тебя уже нет. Потому что как только ты уходишь в чужое мнение, в чужой успех, в чужую оценку, ты перестаешь быть в себе. Ты уже внутри чего-то другого. И это происходит автоматически. Ты не решаешь это. Ты уже там. И только потом пытаешься это контролировать. И если все это собрать вместе, становится видно одну вещь. Стоики говорили не о мыслях. Они говорили о внимании. О том, где ты уже оказался, еще до того, как это понял. И вот здесь возникает главный момент. Ты можешь все это понять, можешь согласиться, можешь запомнить. Но это ничего не изменит, потому что это остается на уровне мыслей. А они говорили о другом, о том, что это нужно увидеть. Не в тексте, не в словах, а в себе, в моменте. И если ты это увидел хотя бы один раз, становится странно, потому что ты начинаешь замечать, что все происходит раньше, чем ты успеваешь это объяснить. И вот с этого момента все начинает меняться. Не потому, что ты стал лучше, а потому, что ты перестал полностью верить тому, что появляется в голове. Здесь находится самое интересное. Потому что даже когда человек это слышит, даже когда он с этим соглашается, даже когда он говорит «да, это правда», ничего не меняется. Почему? Потому что он сразу переводит это в уровень действий. Начинает. Надо работать над собой, надо контролировать мысли, надо не реагировать, надо быть спокойным, надо развиваться. И все. Он снова там же. Только теперь это называется осознанность. Посмотри, что происходит дальше. Человек смотрит видео, читает стоиков, слушает лекции и делает вывод: надо больше стараться. Но стоики не говорили «старайся больше». Они говорили «перестань добавлять лишнее». И вот здесь происходит подмена, которую почти никто не замечает. Вместо того, чтобы увидеть, как это работает прямо сейчас, человек начинает что-то с этим делать. И поэтому появляются вот эти вещи. Нужно время, нужно изучать, нужно понять глубже. Да не нужно, ты это уже проживаешь. Каждый день. Ты не смотришь на других, ты уже смотришь. Ты не сравниваешь, ты уже сравниваешь. Ты не реагируешь, ты уже внутри реакции. И ты не решаешь это. Это уже происходит. И вот здесь единственное, что вообще имеет значение, видишь ты это или нет. Потому что пока ты не видишь, ты будешь читать дальше, слушать дальше, учиться дальше. И все время думать, что нужно еще чуть-чуть. Но здесь нет еще чуть-чуть.
Здесь есть только одно. Ты либо это видишь, либо нет. И если ты это увидел хотя бы один раз по-настоящему, не как мысль, не как понимание, а как факт, в этот момент становится ясно, о чем они вообще говорили. И тогда исчезает необходимость что-то добавлять, что-то улучшать, что-то докручивать. Потому что становится видно, что все уже происходит. И вот это и есть тот момент, с которого все начинается.